Приветствую вас! Созданный в 1956 году ЗИЛ-130 оказался как никогда кстати. Ведь этот среднетоннажный небольшой грузовик был незаменим в народном хозяйстве. Не было места в Советском Союзе, где бы он ни появился, а его бело-голубую кабину не спутаешь ни с одним грузовиком. И хоть представленный в 1959 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке у широкой публики вызвал интерес, чтобы стать ему на конвейер, пришлось ждать целых 3 года. Но когда данный грузовик встал на конвейер, заполучить такую машину мечтала любая автобаза. Конечно же, на заводе пошла речь и о создании на его базе и крупнотоннажной модификации для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием и грунтовых, а также для работы с сельскохозяйственными уборочными машинами. Новая модификация ЗИЛа-130 с удлиненной базой получила индекс 133. Новый грузовик, первый прототип которого был готов в середине 1960-х, оснастили серийным V-образным 8-цилиндровым бензиновым двигателем, заимствованный от ЗИЛа-130, мощностью 150 лошадиных сил, с 5-ступенчатой механической коробкой передач и удлиненной базой, благодаря чему появилась возможность установки более вместительного кузова, увеличив грузоподъемность грузовика до 8 тонн против 5 тонн у ЗИЛа-130. Но мощности серийного двигателя было явно недостаточно для выполнения поставленных перед грузовиком задач. И в 1963 году оборудовали форсированным V-образным 8-цилиндровым карбюраторным двигателем ЗИЛ-133 мощностью 190 лошадиных сил, спроектированным на основе все того же серийного агрегата ЗИЛ-130. И хоть новый трехосник и получился весьма хорошим, руководство страны не спешило дать грузовику зеленый свет на массовое производство. В связи с вводом Новокамского завода с его более конструктивно современным грузовиком с дизельным двигателем, отчего ЗИЛ-133 долгое время находился в качестве прототипа в стенах завода ЗИЛ. Но в 1975 году ситуация изменилась в лучшую для завода сторону. И о прототипе ЗИЛ-133 вспомнили. И на конвейер его все-таки пустили. Правда, в измененном виде и с приставкой Г1. Первому серийному автомобилю мощности двигателя для перевозки грузов в кузове хватало, а вот тянуть прицеп в качестве автопоезда нет. Поэтому было решено заменить новым двигателем мощностью 220 лошадиных сил с прежним наименованием ЗИЛ-133, но разработанный уже на основании мотора ЗИЛ-375, что позволило уже буксировать прицеп массой 10 тонн. Также многие узлы и детали, как и на прототипе, были унифицированы серийным ЗИЛом-130. А в 1979 году появился и усовершенствованный ЗИЛ-133Г2, у которого грузоподъемность была увеличена до 10 тонн. И отличались друг от друга внешне разным оформлением, так как версия Г2 уже выпускалась с 1979 года. Особенно это было заметно по радиаторной решетке и расположению фар. Изменения коснулись и ходовой части машины, где были усилены рессоры задней балансирной подвески и нижние кронштейны ее реактивных тяг, а также расширена опорная поверхность верхних кронштейнов тяг. Параллельно на заводе ЗИЛ задумывались о создании на трехосевой базе тягача ЗИЛ-133В и самосвала ЗИЛ-133Д и Д1, только с укороченной базой. Но в процессе испытаний у них выявились недостатки в виде плохой управляемости и заметное снижение ресурса трансмиссии из-за нагрузок. И от выпуска в серию от них решили отказаться. Также в середине 1970-х был разработан трехосный ЗИЛ-133 с приставкой ГЯ, у которого силовым агрегатом служил V-образный 8-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель КАМАЗ-740 мощностью 210 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и который можно было узнать по длинному капоту с оригинальной решеткой с формой больших горизонтальных брусьев. Автомобили модели ЗИЛ-133ГЯ оснащались деревянной металлической платформой с откидывающими бортами, на которых можно было установить брезентовый тент на дугах. Машина могла применяться и в качестве тягача в составе автопоезда с прицепом максимальной массой до 10 тонн. Эта модель и стала более массовой, выпускаемой на заводе, выпуск которого продолжался вплоть до 1993 года. И за все время их было выпущено почти 106 тысяч.
Но таким массовым, как ЗИЛ-130, конечно же, 133 не стал. Хотя вполне получилась удачная машина. И свой след ЗИЛ в отечественном автомобилестроении все-таки оставил. Кроме грузовых автомобилей, предназначенных для транспортировки грузов, длинная платформа ЗИЛа использовалась для установки на ней специального и технического оборудования, таких как пожарная автоцистерна АЦ-40 и автокран КС-3575А, а также послужила отправной точкой к другому ЗИЛовскому трехоснику, среднетоннажному ЗИЛу 6309. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!